Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге. Прекрасное место, которое как будто невозможно сделать еще лучше. Хотя есть как минимум один отличный вариант. Нужно возвести арену для пляжного волейбола и провести там финал престижного турнира. Именно это и сделала Всероссийская Федерация волейбола. С 11 по 14 июля в самом сердце северной столицы России лучшие пляжные волейболисты страны сразились за Кубок России. И чтобы добавить этому событию международный статус, были приглашены пары из Кубы и Бразилии. В Санкт-Петербурге разыгрывался самый крупный в истории российского пляжного волейбола призовой фонд 10 миллионов рублей, так что битва обещала быть грандиозной. В данном видео я поделюсь с вами итогами данного мероприятия, а личными эмоциями по окончанию турнира и тонкостями организации я поделюсь в отдельном ролике. Поскольку я совсем недавно начал следить за пляжным волейболом, да и то делал это я по долгу моей работы в сборной Азербайджана, для меня было крайне интересно, как такие крупные турниры проходят изнутри, от их самого начала до непосредственно заключительного матча. Поэтому сперва мне нужно было разобраться с форматом, который я очень надеюсь, что правильно понял. И в мужской и женской сетке у нас было по 32 пары участников, которые поделили на 8 групп по 4 команды. В рамках каждой группы команды проводили по 2 встречи. После первых матчей победители отправлялись выяснять, кто же напрямую пройдет в стадию 1/8 финала, а проигравшие пары просто били за попадание в плей-офф. Так что на первом этапе отсеивалось всего 8 коллективов. В числе этих команд мог оказаться прославленный российский пляжник Вячеслав Красильников вместе со своим молодым партнером Владиславом Рейнсоном, про которого мы поговорим чуть позже. Но держав победу в матче на вылет, чемпион мира, которого в Санкт-Петербурге считают своим, проходит в следующую стадию. Поскольку матчи проходили не только на центральном корте на Дворцовой площади, но и на стадионе «Динамо», что находится на Крестовском острове, то интенсивность у этого турнира была запредельной. 64 пары на 4 кортах всего за один игровой день смогли не только провести весь групповой этап и стадию 1/16 финала, но и также выявить четвертьфиналистов Кубка России. Это какое-то безумие. По итогам жаркого игрового дня у нас осталось лишь по 8 пар команд. Мужчины за 2 пары из Обнинска, Величко Севолап и Вертюк Архипов. Было еще 2 коллектива, защищающих цвета факела, Стояновский Лешуков и Сабаев Крамаренко. Компанию в четвертьфинале им составили хозяева Чехненков, Щелкунов, защищающие цвета Зенита. 2 пары из Москвы, выступающие за Динамо и Академию, Красильников Рейнсон и Бахнарь Панченко соответственно. И неожиданно для многих в число 8 лучших команд забралась пара из Белгорода в лице Ракусова и Гончарова. У женщин господствовали Калининградский Локомотив и Московская Динамо. Представительство этих клубов достигло 3 команд на стадии четвертьфинала. От Лока до этого этапа дошли Режнова-Луткова, Добижа Савельева и Егорова-Бочарова, в то время как честь Динамо защищали Щеголева-Губина, Шевцова-Тышкевич и Макрогузова-Ганенко. И еще в четвертьфинале была пара из Московской Академии – Абалакина-Белова, а также именитые гости из Бразилии – Лилиана и Лариса. В мужской части турнира четвертьфинальные стадии не подарили нам особых эмоций, если мы будем оценивать игры с точки зрения интриги. Величко Севолап спокойно разобрались с последними представителями Санкт-Петербурга, переиграв Чухненкова и Щелкунова со счетом 21-16 и 21-12. Параллельно с этим Стояновский и Лешуков играючи добились успеха в матче против Ракусова и Гончарова 21-13 и 21-16. Третьей парой полуфиналистов стали Вертюк и Архипов. На втором корте они не оставили особых шансов Сабаеву и Крамаренко, переиграв тех 21-16 и 21-14. И лишь игра на центральном корте, где встречались Красильников, Рейнсон и Бахнарь Панченко, могла рассчитывать на некую сенсацию, хотя чисто технически парни из Академии находились выше в рейтинге своих текущих соперников. После победы Красильникова и Рейнсона в первом сете со счетом 21-15 дальше так просто игрокам Динамо не было. Со старта второго игрового отрезка Панченко и Бахнарь устремились вперед, имея 4-очковый гандикап при счете 16-12. И самое обидное для них, что они имели великолепную возможность реализовать сетбол, но была допущена ошибка во время передачи. И после этого они так и не смогли набрать очков. 22-20 Красильников и Рейнсон в полуфинале. У девушек лишь один четвертьфинальный матч закончился разгромом. Макрогузова и Ганенко разобрались с Абалакиной и Беловой 21-8 и 21-12. Более упорной получилась встреча между парами Лилианы Лариса и Егорова-Бочарова.
где определяющим стал первый сет, в концовке которого молодой российской паре удалось держать титулованных представительниц бразильского волейбола 21-17. Эта победа добавила паре из Калининграда уверенности, которую они реализовали в мощный рывок на старте второго игрового отрезка, который завершился для них победой 21-14. А вот чтобы выявить победительниц следующих игр, необходимо было провести максимальное количество сетов. Добижа и Савельева пытались решить все вопросы в двух игровых отрезках, практически забрав себе второй сет со счета 16-20 в матче против Шевцовой и Тышкевич. Но уступив здесь 20-22, они все-таки забрали себе тайбрейк 15-11 и прошли в полуфинал. Что-то похожее мы могли видеть и в другом матче, где встречали Щеголева-Губина и Режнова-Луткова. И первые также забрали себе первый сет. Затем попытались отыграться во втором, но путевку в полуфинал добыли лишь на тайбрейке. Из-за того, что гости из Кубы и гости из Бразилии завершили свои официальные выступления на турнире, они согласились провести выставочный матч в формате микст, за что им можно сказать огромное спасибо. Очевидно, что все это проходило в дружественной манере и без соревновательного подтекста, поэтому зрелище не могло получиться полноценным. В качестве альтернативы я предложил представителям Всероссийской Федерации волейбола провести медиа-матч в формате 3-3 или 4-4. Надеюсь, получится что-то подобное реализовать. В целом, мне как любителю атлетичного волейбола крайне понравилась кубинская пара Верана Кенс и Гомес Лимонта. Пока в Питере было жарко, они показывали очень красочную и красивую игру. Но как только перестало быть солнечно, то тут же ушла и яркость действий их молодой пары. Я как любитель классического волейбола не мог не отметить визуального сходства ребят с молодым Вильферде-Леоном и Марлоном Янтом. Что вы скажете на этот счет? Похоже? Переходим к полуфинальной стадии, которую открывали девушки матчем двух пар калининградского Локомотива. И лишь на тайбрейке после тяжелой победы во втором сете Арина Режнова и Елизавета Луткова застолбили за собой место в финале, одержав верх над Анной Савельевой и Ксенией Добижей 16-21, 20-19 и 15-8. В финале могли составить конкуренцию девушки из московского «Динамо». Александр Гоненко и Надежда Макаргузова вели 12-10, но две Марии, Бочарова и Егорова набрали 4 очка подряд и ознаменовали для зрителей калининградское дерби в финале 18-21, 21-17 и 15-13. В мужских полуфиналах пусть и обошлось без тайбрейков, но драматизма и там хватило. Игорь Величко и Максим Сиволап из Обнинска, несмотря на крупное поражение в первом сете, все же смогли дать ожесточенный бой именитым волейболистам «Факела». И лишь в концовке Илья Лешуков и Олег Стояновский дожали неуступчивого соперника и прошли в финал 21-12 и 21-18. Драматичный получился второй полуфинал, где любимчик местной публики Вячеслав Красильников в паре с молодым Владиславом Рейнсоном смог не только отыграться со счета 19-16, но и закрыть второй игровой отрезок, а вместе с ним и матч своим эйсом. И как бы ни старались Дмитрий Веретюк и Алексей Архипов, в этот раз победа досталась именно их соперникам. Из тех матчей, что я успел посмотреть на этом турнире, это сражение подарило мне больше всего эмоций. Мощная агрессивная игра – это именно то, что привлекает меня в пляжном волейболе. Финальный игровой день открывал женский бронзовый матч, где сильнее оказались девушки из «Динамо» Александра Гоненко и Надежда Макаргузова. Уверенная концовка первого сета и мощное начало второго стали решающим фактором в их успехе в поединке против Анны Савельевой и Ксении Добижи. 21-17 и 21-14 бронза у девушек отправляется в Москву. Бронзовые медали мужского турнира, безусловно, должны были отправиться в Обнинск, потому что одноклубники Веретюк Архипов и Величко Сиволап сошлись в очном матче, где лишь на тайбрейке первые добились сложной победы, при том, что они уступали 11-13, но набрав 4 очка подряд, все же завоевали очередной комплект медалей. По окончанию матча за третье место была презентована новая форма сборной России, и данная экипировка прошла боевое крещение в финальных матчах, что добавляло дополнительных красок этому и без того яркому мероприятию. Как и в Лиге чемпионов этого сезона, организаторы приняли решение женский финал оставить на сладенькое. Так что начнем наше обсуждение с матча, который многие болельщики на трибунах окрестили как противостояние Стояновского и Красильникова, которые когда-то совместно творили историю российского пляжного волейбола. И тут не сколько хотелось бы поговорить за итоговый результат, а больше про личности и ход игры. Как многие предполагали, пара Лешуков-Стояновский и стала победителем финала Кубка России.
С Олегом, к счастью, мне довелось познакомиться лично еще во время моей работы в национальной сборной Азербайджана. Жалко, конечно, что так ничего совместного снять с ним и не получилось, в связи с ограниченным временем, либо отсутствием должной локации. Но я очень надеюсь, что когда-то мы исправим этот недочет. Сейчас же хотелось поговорить именно про его игровые качества. Если в Лешукове есть что-то человеческое и он свойственен поддаваться эмоциям и ошибаться, то вот Стояновский — это нереальная вычислительная машина, которая настроена на максимально эффективный волейбол. В тех ситуациях, где многие поддались бы соблазну и попытались исполнить что-то красивое, Олег делал все максимально выверенно и четко. Так что я все еще продолжаю с огромным нетерпением ждать, когда спортсмены смогут защищать честь нашей страны на международной арене. Мировой пляжный волейбол сильно изменился, так что хочется, чтобы и российские спортсмены доказали, что и наш волейбол на месте не стоит. Не могу не отметить 18-летнего блокирующего Владислава Рейнсона, которого уже многие успели крестить новым Стояновским. И действительно хочется верить, что Вячеслав Красильников сможет передать ему весь свой опыт, и из него выйдет великолепный исполнитель. Рейнсон начинал свою карьеру в баскетболе и лишь потом перебрался в систему волейбольного «Динамо», где выступал за молодежную команду. И если я все правильно понял, для Влада это первый взрослый профессиональный старт, а тут сразу же серебряная медаль. И самое удивительное, что Рейнсон прогрессировал с каждой игрой и не испытывал никакого страха в борьбе на сетке с Олегом Стояновским. Так что хочется пожелать Владиславу не сходить с правильного пути и добиваться новых высот. Еще отмечу тренерский дебют Екатерины Бирловой, которая присоединилась к команде Красильникова и Рейнсона по ходу плей-офф. Как и в случае с Лигой Чемпионов, организаторы и здесь попали в точку, потому что женский финал вышел действительно очень ярким. Особенно насыщенный получился второй сет, где Арина Режнова и Елизавета Луткова добыли себе победу со счетом 23-21 и перевели матч на тайбрейк. Но там уже две Маши, Бочарова и Егорова, сходу набрали 5 очков, что и знаменовало их итоговый гандикап и золотые медали этого замечательного турнира. Огромное спасибо Всероссийской Федерации волейбола за это шикарное шоу, а также большое человеческое спасибо, что вы пригласили меня лично принять участие в этом празднике волейбола и пережить все это изнутри. Своими эмоциями я поделюсь в отдельном видео, так что обязательно подпишитесь на канал, чтобы его не пропустить. А если вы по какой-то причине пропустили это событие, то записи всех матчей доступны на сайте Всероссийской Федерации волейбола. Ссылочку я оставил для вас в описании. Ну, а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.